Эй, привет, касатики! Сегодня наконец я записываю для вас видео по biswap.org. По моему мнению, это один из лучших дексов на сегодняшнем рынке. И конкретно мы разберем игру Squid NFT World. Как в нее играть, что это вообще за игра, какой минимальный порог входа, какая прогнозируемая прибыль и как эту прибыль из игры выводить. С конца декабря я начал активно принимать участие в игре, об этом я все время пишу в своем телеграм-канале, публикую все свои стратегии, публикую прибыль, которую я получаю, и совсем недавно, 7 января, уже осуществил первый вывод из проекта на одном из аккаунтов, после чего сразу поменял на стейблы, и стейблы уже лежат на моем кошельке. Для тех, кто впервые смотрит меня, вот ссылка на канал, также она будет продублирована в описании. Переходите по ссылке, подписывайтесь на канал, информация на нем публикуется ежедневно, вы сможете всегда быть в курсе всего. Сейчас переходим на сайт biswap.org и будем разбираться, что же такое Squid NFT World. Для того, чтобы начать пользоваться самим дексом Biswap и всеми продуктами, которые сейчас есть на нем и будут выпущены в дальнейшем, а планов у команды разработчиков очень много, вам необходимо пройти авторизацию через свой MetaMask кошелек, через расширение, которое стоит в вашем браузере. Для этого переходим по моей реферальной ссылке, которую вы видите сейчас на экране, которая будет продублирована также в описании. Не пугайте слово реферальная ссылка, это прежде всего выгодно для вас, потому что вы и я вместе с вами будем получать по 50% от реферальной комиссии, которую будет платить нам Biswap за то, что мы им пользуемся. Переходим по ссылке и после этого сразу нажимаем Connect Wallet, MetaMask. У вас возникнет приветственное сообщение от Biswap с предложением подписаться на его Twitter, Telegram-канал и Telegram-чат. Все, мы зарегистрировались, все хорошо. После этого переходим в саму игру. Для этого нажимаем на Gamify и внимательно проверяем адресной строке squid-nft.io, потому что очень много клонов, очень много мошенников. Все, мы перешли на страницу самой игры и сейчас будем разбираться подробно, что это и как это. Main Game — основная страница игры. Staff Game — это новая игра, выпуск которой должен произойти в ближайшее время, и кнопка реферал — это вся статистика по вашим рефералам конкретно в Squid NFT World. С правой стороны мы видим Biswap Market, на котором мы можем покупать NFT, как Biswap Earn, так и все, что касается игры в кальмара. Можем купить по кнопке Buy BSV, мы покупаем BSV через DEX. И последнее мы видим баланс BSV, который мы получили за игру. Наведя на знак вопроса, видим комиссию, которая на сегодняшний день для вывода, и кнопка Harvest — это вывести всю полученную сумму на ваш баланс, на кошелек. Начнем по порядку. Раздел автобусы, buses. Я открыл новый аккаунт, чтобы пройти все вместе с вами. Правильным началом в игре будет минт автобуса. Для этого нажимаем кнопку Approve, нажимаем кнопку Подтвердить. С нас списывается небольшая комиссия в сети Binance Smart Chain. И после этого становится активным кнопка Mint. Нажимаем и ее. Газ в сети BNB, как и в сети эфира, абсолютно не стоит менять, потому что сеть возьмет именно столько газа, сколько ей нужно. Вы можете проверить только Gwei, который по умолчанию стоит 5, а эту строку полностью трогать не обязательно. Нажимаем подтвердить, ожидаем некоторое время и будет сминчен наш первый автобус. Для чего это делается? Условие это не обязательное, вы можете купить автобус, вот выпало уведомление, что наш автобус минтин сейчас появится у нас в интерфейсе. Условие не обязательно, по умолчанию на каждом новом аккаунте доступно 2 слота под автобусы, вот мы их видим, Available Buses 0 из 2, которые можно купить на маркете, но максимальное количество слотов под автобус 5. Каждый последующий слот, это 3, 4 и 5 автобусы, открываются постепенно, один раз в 7 дней. И чтобы активировать их открытие, надо и сделать этот первый минт автобуса. Чаще всего попадаются, честно говоря, дешевые автобусы 1-2 уровня, цена которых от 1 до 15 BSV, плюс-минус цена каждый день меняется, при потраченных почти 37,5 BSV, но оно того стоит. Для максимальной ежедневной прибыли нам необходим один автобус 3 уровня на 3 человека.
И учитывая, что каждую неделю у нас будут открываться еще по одному автобусу, то с одного аккаунта у нас будет 5 автобусов, следовательно 15 игроков, и мы сможем играть ими всеми в 5 игр подряд на одном аккаунте. Так, давайте обновим страницу и проверим, какой автобус все-таки нам выпал. Аж самому интересно, что из этого вышло. О чем я и говорил, шанс выпадения второго автобуса 37%, и он нам и выпал. Этот автобус нам не очень подходит для получения максимального PR, но зато каждые 7 дней у нас теперь будет появляться еще по одному слоту под автобус, который мы сможем покупать на маркете. Переходим в следующую вкладку «Игроки». Точно так же можем минтить за те же 37,5 БСВ игроков. Шанс их выпадения плюс-минус как у автобуса. Больше всего выпадает игроков 1-2 уровня, и выпадение игрока 4-5 уровня, оно близко к нулю. Но хочу сказать, что лично я с где-то 15 минтов игроков выбил 4 игрока 4 уровня. Поэтому, возможно, попытаться и стоит. Я перешел на один из своих аккаунтов, где игроки уже куплены. Но есть одна важная особенность: минтить игроков не обязательно, в отличие от автобуса, потому что количество игроков, которые вы можете использовать, напрямую зависит от количества мест в автобусах. И вы можете всех игроков покупать с маркета. Сейчас я перейду на один из своих аккаунтов, где у меня уже есть игроки, и расскажу, что делать с ними дальше. Для того, чтобы получать максимальный APR в 730%, это приблизительный подсчет на сегодня, а сегодня у нас 10 января, нам необходима связка из 2 игроков 4 уровня, вот они, фиолетовый фон у них, и 1 игрок 3 уровня. Кроме этого, нам нужно прокачать SE, показатель Squid Energy, он есть у каждого игрока, вот он, до максимума у игроков 4 уровня, это 2700 из 2700, и до 1600 у игрока 3 уровня из 2000, чтобы в сумме у нас получилось 7000 SE. Так как у меня здесь 2 пары, у меня 2 автобуса, здесь показано 14000 SE. Игроков вы можете минтить либо покупать на маркете. Для этого переходим по вкладке Market. Здесь выбираем Biswap Squid Players, игроки. Можем отфильтровать их по суммам приблизительным. Если видим, что игрок 4 уровня, сумма $226. Давайте поставим 190. Отфильтруем. Вот есть игроки и вот их суммы. Переходите по вкладке на игрока, переходите на карточку игрока. Здесь мы видим его уровень, видим его Squid энергию 1710 из 2700 и его активный контракт. Контрактов у него сейчас 0, и историю по транзакциям, за сколько игрок продавался, покупался и какое количество раз. Для того, чтобы купить, нужно, чтобы на вашем балансе лежала требуемая сумма BSV. Нажимаете кнопку Buy, как у меня на балансе сейчас нету этой суммы, у меня выпадает ошибка. Дальше вам будет предложено в MetaMask подтвердить транзакцию, подтверждаете ее, и данный игрок появится в вашем кошельке. Он отобразится во вкладке Players в Squid NFT World. Подытожим, по количеству игроков 2 игрока 4 уровня и 1 игрок 3 уровня. Что касается показателя SE, как его прокачать? Внизу каждой карточки игрока мы видим поле для ввода. Сюда мы будем вводить SE, который мы добавляем. Доступный SE отображается у вас здесь. Сам SE это тот же Robbie Boost, только в эквиваленте 1 к 20, то есть 1 Robbie Boost равен 20 SE. А 1 Robbie Boost у нас плюс-минус равен $1.51, если зарабатывать его через продажу самому себе NFT карточек. Об этом я сниму отдельное видео в дальнейшем. Сейчас вы можете зарабатывать Robbie Boost'ы, меняя валюту на самом DEX. В конце видео я покажу таблицу, в которой наглядно мы просчитаем, сколько требуется BSV, сколько требуется Robbie Boost'а для прокачки SE и сколько это в долларовом эквиваленте выйдет затрат. Перешел еще на один мой кошелек. Теперь нам необходимо
купить контракты на игроков. Что такое контракты? Это постоянная комиссия, которая держит игру на плаву и снижает нагрузку на общую кассу. Просто принимаем как должное и постоянно их обновляем. Состоянием на 10 января рекомендую покупать контракты исключительно на 15 дней. Вот он. Стоимость его 18,71 БСВ. Так как сейчас стоимость одного дня контракта составляет $1 минус 15% скидки. И начиная с 1 февраля цена начнет подниматься. Сначала $1.20, потом $1.40 и так до $2. И поэтому стоит брать сейчас на 15 дней. И ближе к февралю, когда он у вас закончится, это будет 25 число, тогда есть смысл подобрать контракт на 60 дней. И тем самым вы заплатите минимальную сумму за контракт и получите его на 75 дней, суммируя первый и второй. И быстрее выйдете в безубыток, потому что чем меньше ваши затраты на комплект из игроков, автобуса и контрактов, тем быстрее вы выйдете в безубыток, получая прибыль в играх. Покупается контракт достаточно просто, выбираете игрока, выбираете контракт, у меня ошибка, потому что у меня нету БСВ, вот, либо же сверху здесь есть сводка по всем игрокам, которым нужны контракты, нажимаете кнопку, вам будет предложено в MetaMask подтвердить транзакцию, подписываете, подтверждаете, снимается оплата в БСВ, контракты появляются. Как выглядит контракт? Вот, игрок, слева идет таймер обратного отсчета, сколько осталось дней контракту, справа идет таймер, через сколько будет доступна игра по данному NFT персонажу. Также еще хочу затронуть показатель SE. Раз уж мы заговорили уже о перспективе, о будущем, разработчики обещали ввести сгорание SE после каждой активации игры в размере 1% от текущего показателя SE у каждого игрока. Разберем на пальцах. Ваш общий SE на 3 играх, к примеру, 7000. Это пара 2 игрока 4 плюс 1 игрок 3. Вы активировали игру, и ваш Squid Energy, ваша энергия уменьшается на 1%, это 70 SE. После прохождения таймера в 48 часов вы уже не сможете запустить игру за 7000 SE, потому что у вас ваш показатель SE будет 6930. Вам требуется его прокачка. Опять же в таблице в конце видео я покажу стоимость прокачки, после какой игры надо ее прокачивать и как это стоит делать правильно. Я не вижу в этом снова никакой беды, разработчики снова разгружают нагрузку в проекте, и это верный шаг. Финальная вкладка — это Games, игры, и здесь перед собой мы видим 7 игр. Основные моменты. Играть в любую игру мы можем один раз в 48 часов, после чего у нас будет запущен таймер справа, как я показывал на предыдущем персонаже. И казалось бы, учитывая нашу связку, в 7000 SE мы можем играть в игры с низким порогом входа. К примеру, можем сыграть 2 игры стоимостью 3000 и 1 игру стоимостью 800 SE, но нет. Важный аспект, о котором большинство новичков не знает, да и новичков тоже, SE на каждом игроке расходуется в полном объеме, независимо от того, сколько требуется для игры. Объясню, что это значит. К примеру, у нас есть 3 игрока. 2700 и 1600, наша троица, о которой мы все время буду ставить пример именно нашу троицу. Мы выбираем одну игру с порогом входа 6000 SE. Вот эта игра с расчетом запустить еще одну игру с порогом входа 800 SE. Вот это самая первая игра. Но при активации игры за 6000 SE ваши 2 игрока по 2700 показатели SE, вот они 4 уровня, 2700 и 2700. В сумме это будет 5400, потеряют весь запас SE, что логично. А третий игрок, запас SE которого 1600, Squid Energy, вместо прогнозируемых 600 SE, потому что здесь у нас 5400 плюс 600, потеряет все 1600, потому что SE сгорает у персонажа полностью. Лишняя 1000, которая у вас осталась и которую вы планировали потратить на первую игру, она просто сгорает. Алгоритм игры сейчас расходует все по каждому игроку. Поэтому мы и используем связку 2700 плюс 1600 показатели SE, что в сумме дает 7000.
для того, чтобы играть в 7-ю игру, которая дает максимальную прибыль. Второй нюанс, если вы решите играть сразу 2 комплектами, на старте это возможно, так как у вас доступно 2 автобуса, и купив 2 автобуса 3-го уровня, 3+3, вы сможете купить 2 комплекта игроков. 2 четвертых и 3, 2 четвертых и 3, и играть в 2 игры сразу. Так как запуск игры возможен один раз в 48 часов, после запуска запускается откат, таймер на 48 часов, во время которого показатели SE восстанавливаются. Если на вашем кошельке будет доступно сразу 6 игроков, общее SE которых будет 14 тысяч, как мы видим здесь, и вы решите запустить игру, скрипт, скорее всего, использует 3 игроков 4-го уровня, у которых показатели SE 8100. И разработчики обещали исправить это, но сроков не оговорено. Но, к счастью, избежать этой истории достаточно просто. Оставляем на кошельке одну пару из 3 игроков. Пару из 3 игроков просто отправляем на другой кошелек. Как это сделать? Переходим в Biswap Market. Здесь вкладка есть My NFTs. Здесь показаны опять же все ваши игроки. Переходим на любого игрока, нажимаем кнопку «Отправить». Вводим адрес своего другого кошелька и передаем туда игроков. Так вот, когда у нас осталось только 3 игрока, мы запускаем игру, нажимаем кнопка «Старт», игра запущена. Запускается таймер обратного отсчета, ждем 10-15 минут, скидываем обратно свою троицу и нажимаем «Старт» повторно и запускаем в игру вторую троицу. В дальнейшем откат игроков будет все время мешать скрипту использовать игроков на его усмотрение. И запускаться будут по очереди первая троица, потом 10 минут стоит подождать и запускается вторая троица игроков. SE будет расходоваться максимально. По играм запускать игру возможно один раз в 48 часов, то есть за период в 30 дней вы сыграете ровно 15 игр. Шанс победы в 7-й игре составляет 83%. Это значит, что плюс-минус 3 игры у вас не будет начислений. То есть вы ее запустите, потратите комиссию, но ничего не получите, никакого выигрыша. И у вас запускается также таймер обратного отсчета на 48 часов. Этого не стоит бояться и расстраиваться, дистанция все покроет. Выход в безубыток на сегодня составляет плюс-минус 40 дней, о чем тоже поговорим в таблице. И это напрямую зависит от ваших затрат на игроков, автобус и прокачку SE, я уже об этом говорил. Чем дешевле вам обойдется весь набор, тем быстрее наступит БУ и прибыль. Важный нюанс: для того, чтобы играть в любую игру, нам необходимо застейкать на самом Biswap требуемую сумму токенов BSV. Количество токенов для каждой игры мы видим сверху, справа от показателя SE. Для 7-й игры это 80 BSV токенов. Мы заходим в Biswap, заходим в Launch Pools, Stake BSV. И на ваше усмотрение вы можете застейкать или в автокомпаунде, или в обычном стейке. Разница между ними, что здесь вы делаете стейк, и прибыль будет ежедневно отображаться. Здесь вы сможете ее снимать, оплачивая комиссию в сети Binance. А автокомпаунд будет вашу прибыль автоматически реинвестировать, и вы будете получать ежедневный процент уже от своего тела депозита плюс процентов, которые на него ежедневно начисляются. Ну, это, грубо говоря, сложный процент. Если вы не хотите выводить ежедневно монеты BSV, то выгоднее отправлять на автокомпаунд. Теперь, что касается снятия прибыли из игры. Вот это окно, в котором мы видим количество монет, которые мы заработали, выиграли. И нажимая на вопросительный знак, видим пояснение. И это снова математика и снижение нагрузки на баланс игры во всей красе. После первой победы в любой игре у вас запускается таймер на 19 дней с порогом уменьшения в 1,5% комиссии на вывод в одни сутки. Если вы решите вывести прибыль сразу после первого начисления, надо поделиться четвертью суммы. Не хотите делиться, держите на балансе, играйте дальше. Каждый день комиссия будет уменьшаться, и на 19-й день она составит 0%. 10 числа, кстати, наступают первые 0% на вывод у участников, которые присоединились к игре сразу после запуска. И теоретически это может отобразиться на курсе, когда большое количество людей получит свои монеты и решит слить их в стакан. Хочу подвести небольшой итог про все вышесказанное по игре. В принципе, я рассказал все основное. Мы не дошли только до таблицы, которая будет чуть-чуть позже.
Squid Games — это пассив, который требует лишь вашего внимания на 1 минуту раз в 48 часов, ну и 15 минут для изначальной регистрации, покупки всего комплекта, автобуса, игроков, контрактов и стейка монет BSV для игр. Кроме пассива у вас есть актив. Если вы хотите вывести депозит, то есть ваш актив, вы просто берете своих игроков, автобус и выставляете их на маркет. Уходят они при адекватной цене, не завышенной, максимально быстро, это может занять до 1 минуты, спрос очень высок. Орудует большое количество мамкиных хакеров, боты, которые скупают NFT ниже рыночной цены на автомате, различные скрипты. Кроме того, есть отличный вариант просто торговать на маркете, не участвуя в пассиве. Покупаете по низу рынка, сразу добавляете свою маржу, выставляете на продажу. Немного ожидания, фиксируете прибыль. Для пущего эффекта можно прокачивать показатели SE у игроков, либо докупать контракты. Человек — существо ленивое, и прокачанные игроки с активными контрактами часто уходят значительно дороже рынка. А мы с вами пришли сюда исключительно за прибылью и просчитали свою математическую модель по таблице, которую я дальше вам покажу. Также касательно маркета есть один хороший косяк, я бы его так назвал, по показателю SE у игроков на маркете. Вот этот показатель Squid Energy, он на данном этапе отображается с задержкой в пару суток, может даже ближе к 5 суткам. Если вы сейчас купите этого игрока с энергией 1757 SE и прокачаете ему энергию, к примеру, до 2000 SE, используя свою Squid Energy, то снова выставив его на маркет, здесь будет снова отображаться 1757 SE. И поставив сумму дороже, так как вы потратили свои деньги на прокачку этого SE, не факт, что у вас его купят, потому что человек заходит, видит, что энергия там ниже, чем есть на самом деле, и платить ему стоимость выше абсолютно нет. Разработчики знают эту проблему, обещали ее пофиксить, но сроки, к сожалению, также неизвестны. Для быстрой продажи игроков я создал отдельный чат, назвал его Biswap OTC. Ссылку увидите сейчас на экране, а также она будет продублирована в описании. Этот чат служит конкретно для продажи, покупки персонажей в игре и договариваться между собой, либо можете обмениваться напрямую со своими знакомыми, с другими людьми, с которыми договоритесь. Ну, крайний вариант, если это ваша карточка, которую вы хотите лично продать с прокачанным SE, то вам надо подождать 4-5 дней, пока показатель SE обновится, будет актуальным, и выставлять его на рынок, добавлять маржу. Теперь самое интересное, о чем я говорил много раз по видео, это таблица. Таблица, в ней в принципе нет ничего сложного, надо просто разобраться и прочитать. Ссылка на нее будет в описании к видео. Переходим по ссылке, нажимаем «Файл», «Создать копию». Копия создается на вашем Google диске, и в ней вы уже вводите все свои данные и корректируете под себя. Значит, шаг первый. Здесь все подписано. Видим игры, видим их прибыль, которая начисляется по каждой игре. Что нам нужно делать? Просто переходим в игру, сверяем показатели, которые здесь есть, и вносим в таблицу в столбцах по BSV и столбцах по BNB. Также вводим количество SE, которое требуется на каждую игру, и количество застейканных монет BSV. Ну и шанс. В принципе, здесь все уже заполнено мною. Вам нужно только проверить BSV и BNB, так как показатели каждый час, каждый день меняются. Ввели. Следующий шаг. Рассчитываем стоимость своего набора игроков, автобуса, прокачки SE. Здесь вы вводите в стоимость игроков, которые у вас есть, в монетах BSV. К примеру, первый игрок в вашем комплекте — это игрок 4 уровня, стоимость его 285 BSV есть. Второй игрок 4 уровень, 285 BSV есть. И третий игрок — это 3 уровень. Приблизительно его адекватная стоимость — это до 100. Ну, каждый день тоже суммы варьируются. Я буду считать, к примеру, по 95. Этих игроков удаляем, потому что у нас их нет. И мы видим, что нам надо на наш комплект из игроков 665 BSV. И указываем актуальный SE показатель при покупке игрока. То есть вот мы купили игрока, и у него показатель SE актуальный, например, 1757. 1757, 4 уровень снова 1757, а 3 уровень, к примеру, пусть будет 1200. И указываем максимальное количество. У 4 уровня это будет 2700,
4 уровня будет 2700, а у 3 уровня будет 2000. Эти строки удаляем. И формула автоматически высчитает вам, сколько SE вам требуется прокачать. Подбиваем первый столбец, мы видим стоимость в BSV игроков. Второй столбец видим актуальную SE, показатель, который у вас есть. Третий столбец — это максимальное количество SE по вашему набору. И четвертый — это количество SE, которое вам нужно прокачать на всех игроках вместе взятых. Последний столбец — это стоимость в токенах BSV автобуса. Я посчитал автобус 3 уровня на 3 игроков. 90. Третий шаг. Здесь указываем стоимость контракта в день. Давайте я помечу, что стоимость в долларах. $1. Также помню, что сейчас есть комиссия 15%. Я ее сюда не брал. У нас будет небольшая погрешность. Здесь мы видим, что контракт 15 дней это $15, 30 дней $30 и 60 дней $60. После того, как стоимость контракта будет увеличиваться, там $20, $40, просто меняем цифру через запятую обязательно. Ставим, к примеру, 1.40 и видим, как стоимость наших контрактов в долларах пересчиталась автоматически. Шаг 4. Здесь у нас почти итоговая таблица по нашим затратам. Значит, стоимость затрат игроков 665 BSV, она у нас берется отсюда. Стоимость автобуса берется отсюда. Стоимость контракта по умолчанию всегда считается контракт на 30 дней. Вот, если у вас контракт больше или меньше, то в этом поле меняйте его. Здесь поставьте 15 и у вас пересчитается сумма. Поставите 60, у вас здесь пересчитается сумма. Я выделю его зеленым, чтобы понимать, какой основной. Буст SE. Нам нужно 2786 показателей SE. Как это считается? 2786 мы делим на 20, чтобы высчитать Робби бусты. Это 140 Робби бустов. И 140 мы умножаем на 1.51. Получаем $210.34. Чуть поменял таблицу. Здесь у нас выходит $210.34 и в BSV токенах будет $280.46. Итоговая стоимость комплекта всего игроки, автобус плюс прокачка SE плюс контракт у нас выйдет 995 BSV токенов, либо $746.51 по курсу 75 центов за одну монету BSV. И пятый финальный степ. Мы подсчитываем нашу прибыль. Прибыль игры берется из этой таблицы. Вы ее подбиваете. 7-я игра, у меня стоит 63.32. Шанс на выигрыш 83%. Период выбранный это 30 дней. За 30 дней, за 15 игр вы получите 788 монет BSV. И ебеда у нас выходит за 30 дней. Вы останетесь в минусе на 207 BSV. За 60 дней вы уже будете в прибыли на 581 монету BSV и так далее. 1369, 257 на 4 месяц. То в сумме нам дает выход в безубыток ориентировочно на 40 дней. Прибыль по игре будет постоянно меняться, но на эти суммы при текущей стоимости токена BSV мы можем смело ориентироваться. И учитывайте, что если стоимость токена пойдет вверх по паре к доллару, то и ваша прибыль в долларах и окупаемость соответственно будет намного выше. Степ 6 это к тому, что когда начнет показатель SE у игроков ваших уменьшаться после каждой игры на 1%. И вот мы видим, что 7400 показателей SE это максимально прокачанные 2 игрока 4 уровня до 2700 и 1 игрок 3 уровня до 2000. После первой игры у него останется 7326. После второй игры 7252, 7180 и в итоге после пятой игры он сыграет в пятую, запустит ее и у него на балансе останется 6966 SE и будет нужна перезарядка. Вам нужно будет его пополнять, перезаряжать SE. С первой вкладкой разобрались. Вкладка номер 2 это статистика, которую я собираю по проекту уже длительное время с 1 января. Видим, значит, активные юзеры. Это телеграм-канал мировой, это телеграм СНГ, это подписчики в официальном твиттере и это твиты в твиттере по хэштегу BSWAP Launchpad, BSWAP Earn и остальные. На сегодня показатели все время растут, и это очень хорошо. Пока есть рост, это приход новых игроков, новых участников, которые инвестируют свои деньги, и это однозначно плюс. Дальше мы видим
холдеров самого токена BSwap. Тоже видим, что постоянно плюс-минус у нас происходит рост. BSwap Robbie Earn Supply, общее количество BSwap роботов, NFT-шек, общее количество холдеров, которые их держат у себя в продаже, сколько находится всего этих NFT-шек и сколько находится в продаже первого уровня NFT-шек. Та же самая статистика BSwap автобусам, статистика по BSwap игрокам. Здесь два кошелька команды разрабов, на которые скидываются токены за минт и контрактные токены. Эта сумма в долларах здесь указана по текущему курсу. И свежая информация, начал ее сегодня только ввести, с рассылки BSwap посмотрел данные, сколько всего застейкано, какие объемы трейдинга, сколько трейдинга за 24 часа, сколько уникальных кошельков подключено, сколько кошельков подключилось за 24 часа и сколько операций в сети BNB совершено проектом. И самая последняя вкладка — это у нас стоимость BSV и как она менялась изо дня в день. И последнее, чисто для себя, делал статистику по играм. Здесь мы видим все мои игры, это 6 аккаунтов, сколько из них было удачных, сколько неудачных. Я играю только в 7-ю игру на всех аккаунтах, и можно подсчитать, сколько процент выигрыша. У нас было 13 удачных игр и 3 игры неудачных. Из 16 это 18,75%. Винрейт на сегодня у меня 81,25%. Вместо обещанных 83%, но 16 игр это очень мало для статистики, и на дистанции, я думаю, при 100 играх мы увидим минимум 83%, а возможно и больше. Ну что, касатики, на этом у меня все. В видео я постарался максимально дать полезной информации. Не забываем про мой телеграм-канал, подписываемся на него. В ближайшее время я также выпущу на сайте текстовую статью, в которой уже будет много информации по самому BSwap. Мы обсудим Robbie Earn, что это, как это работает. Ближайшие планы — это статья и видео по Robbie Boost'ам. На сегодня у меня все. Спасибо тем, кто досмотрел до конца. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, в чем я был прав, в чем был неправ, ваше видение по проекту. И до новых встреч!